максимально разрешенная в Российской Федерации скорость, подсветка, которую можно настраивать через телефон. Конечно, программа по управлению, защита от угона, безвоздушные шины, отличный амортизатор, 25 км запас хода, без дополнительной батареи, сборка за 3 секунды, великолепная покраска, максимальный вес пассажира 100 кг. Но я и с сыном катал, и с супругой, а с супругой нас было на 130 кг. Приличный, но не космический вес, носить удобно, заряжать просто, есть диодная подсветка, которую можно настраивать прямо из программы. Но косяки тоже в наличии. Производитель захотел, чтобы я протестировал, я согласился. Замучил я этот самокат по полной, осень в глубинке, это вам не покатушки по Москве. В целом аппарат очуменный. Сейчас расскажу. Tube 651, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю выгружаю. В описании условия розыгрышей, море девайсов, 5 Mi Band 5 серии я разыгрываю ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Остальные девайсы меняются, все условия в описании. Розыгрыш 30 числа каждого месяца. Подписывайтесь с лайком, пишите, что еще купить для обзора, а теперь кратко об электросамокате Ninebot Kick Scooter E25 от компании Segway. Коробка огромная, простая, цветастая. Собирается самокат за минуту. Просто подключается одна вилка в руле и прикручивается 4 болта. Теперь самокат готов к работе. Почти готов. Его нужно будет активировать в программе для управления. Да, самокатик с мозгами. Конечно же, в комплекте есть инструкция с QR-кодом. Зарядик выглядит очень прилично, провод длинный. Чтобы зарядить самокат, полностью нужно потратить 4 часа, что довольно много. В программе видим основные настройки, оставшийся пробег, общий прокат с момента первой активации. Из интересного в программе настройка подсветки, изменение режимов работы. Всего их здесь суммарно 3, плюс можно включать и выключать круиз-контроль. Особенно полезна здесь функция блокировки через программу. Очень удобно можно блокировать самокат, он будет пищать при попытке его увести, а на телефон придет вам оповещение. Опять же, для этого вы должны быть в зоне действия Bluetooth. Как вы уже поняли, с его помощью самокат подключается к телефону. Прошивка обновляется исправно. Есть в меню функция старт с толчка. Можно выставить цифру побольше или старт с места. Проще говоря, вы должны толкнуться, чтобы самокат начал ехать от вашей кнопки. Одна кнопка отвечает за газ, а вторая кнопка отвечает за магнитный тормоз. Сам самокат можно активировать нажатием на одну физическую кнопку. Конечно же, без программы самокат тоже отлично работает. На панели показывают скорость и наличие подключения к телефону. Ход у кнопки большой. Мне кажется, нужно сразу вешать на нее защиту, тем более продаются они недорого. По функциям кнопки однократное длительное нажатие включает и выключает самокат, короткое активирует фонарь. Задний фонарь можно активировать на мигание и на постоянную работу. Мотор мощностью 300 Вт, резина бескамерная, не надувная, ведущее колесо переднее. Внутри шин полости для амортизации, 3 отражателя. Выглядят отражатели весьма колхозно, 2 с боков, 1 с фронта, но их можно и поменять. Передний амортизатор с хорошим ходом. Заднее колесо с магнитным тормозом. Механический, конечно же, тоже есть. От магнитного тормоза заднее колесо колом не становится, оно просто начинает потихонечку тормозить. На крыле с колодкой намного лучше тормоз, это механический, им можно затормозить моментально. В конце концов можно спрыгнуть, если не получилось. Батарея на 6 ампер-часов, для веса пассажира до 80 кг, без дополнительной батареи на скорости около 15 км в час можно проехать все 25 км, без особых горок. Рекомендованный возраст для эксплуатации от 14 до 60 лет. Рост от 120 до 200 см. Вес от 25 до 100 кг. Тестировал вместе с супругой, в сумме мы были 130 кг. Самокат может вести максимум нас при 17 км в час по ровной дороге. И это без дополнительной батареи. С ней он намного мощнее. Механизм складывания простой, даже ребенок соберет. Вес 14,5 кг. Носить без ручки долго не особо удобно, ее придется докупать. Но возможно, здоровому мужику можно нести очень долго и упорно, девушке нет. По асфальту меньше 1 см препятствия, щели меньше 3 см можно преодолевать, остальное его медленно убивает. Электротормоз срабатывает от 15 км в час. Дека и высота самоката на 4 см выше, чем у Е22, их прошлой модели. По длине и ширине катать удобно как мне, так и всей моей семье. У Е25 появился еще амортизатор, которого у Е22, кстати, не было. Стопы и габариты у Е25 расположены разумнее. Плюс у Е25 усилен узел деки, теперь он стал неразборным. С дополнительным аккумулятором максимальная скорость будет его около 34 км, но она не дешевая, и это прям вне закона такая скорость. Я не знаю, как на ней ездить в большом городе. Конечно, как только вы вешаете Е25 доп. Батарею, он становится автоматом моделью Е45. Заехать самокат может максимум в 15-градусный уклон согласно инструкции. По факту, по моим тестам, около 22 градусов по сухому асфальту он заезжает в горку, но с разгоном и помощью может преодолевать горки посерьезнее. У
самоката официальная защита от влаги IPX4, что довольно скромно. Еще раз напоминаю, что в дождь кататься нежелательно, а правильнее сказать даже нельзя. Хотя я ездил без проблем, но это не показатель и однозначно может сказаться на долговечности его работы. В дождь кататься на скутере нельзя также еще из соображений безопасности. Тормозной путь становится больше. Свет фары яркий, бьет на метров 12-13. При скорости в 20 км в час тормозной путь будет у вас около 4 метров. На мокром асфальте у меня получился почти 6, учитывая, что мой вес около 80 кг. Конечно, есть откидывающаяся ножка, чтобы самокат стоял. Она, кстати, довольно сильно стирается, если вы будете гонять по ступенькам и со ступенек. Что делать нельзя, напоминаю. Опора, конечно, так себе, но работает. Единственное, как я уже сказал, довольно быстро стирается. Размер шин 9 дюймов. Со ступенек и на ступеньки по инструкции съезжать и заезжать, напоминаю, еще раз нельзя. Но официально заявляю, он это может. По кочкам ехать долго не сможете. Будет трясти, несмотря на амортизатор. Обязательно использовать защиту. Сын 7 лет освоил самокат с первого раза, значит маленький человек лет 14 сможет катать на этом чуде свободно. Не уверен, что по снегу можно будет на нем кататься, но учитывая последние зимы, не все в моей стране смогут вообще это протестировать. Тем более, мне кажется, по снегу на нем катать и нереально. Цена, конечно, серьезная. По ссылке в описании к видео можете его лицезреть на Алиэкспрессе. Ну и на Яндекс.Маркете еще и на него ссылку добавлю. В магазинах этих электросамокатов тоже хватает. И учитывая, как много стало сервисных центров в столице и Санкт-Петербурге, я уверен, что это чудо найдет своих фанатов. Добротная такая вещь, хотя мыть ее это просто серьезная морока. Резюмирую, советую взрослым дядькам, у которых все есть, или тем, у кого средства позволяют. Скоро на обзоре будет телефон Red Magic 5S и еще много всего свежего. Подписывайтесь на канал с лайком, участвуйте в конкурсах, пишите, что еще купить на обзор, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!